Друзья, всем привет! Пока у нас такое некое затишье от компании Xiaomi в плане прошивок и вообще в принципе того, что связано с софтом, я вам хочу продемонстрировать некоторые новые стоковые обновления, которые стоит поставить на свое устройство. Так что присаживайтесь поудобнее, и мы с вами начинаем. Что же, все эти приложухи, как вы знаете, будут работать под управлением любого актуального смартфона Xiaomi, но как бы желательно это вставить на HyperOS 2.1, HyperOS 2.2. Если будете пробовать там на MIUI 14 ставить, на HyperOS 1 ставить, там могут быть некоторые вопросики, но так в целом как бы-то пользователи, которые ставили и на более там старые версии прошивок, в целом не отмечали каких-то либо проблем. Первый вопрос, который, конечно же, многих волнует, интересует в преддверии HyperOS 3, что же там может быть касательно анимации, оптимизации, быстродействия. И, конечно же, я вам все это дело клоню к приложению, которое называется у нас системная оболочка. За последнее время этих приложений понавыпускали достаточное количество, но вот как бы то не все версии могут быть такими, скажем, улучшенными, или вообще в принципе не все версии смогут вас удовлетворить. Но вот то, что я вам показываю сегодня, в целом и общем, оно отрабатывает очень даже хорошо. Те люди, которые поставили это обновление, довольны своим аппаратом, довольны тем, как все открывается, довольны переходами между приложениями, да и в целом тем, как оно у нас открывается, и отмечают, что это вот обновление одно из немногих за последнее время, которое реально улучшает оптимизацию, быстродействие устройства. До этого обновления многие отмечали, что когда открываем какое-то приложение, когда куда-то переходим, были всякого рода проблемы и фризы. Но опять же, как вы можете заметить, что даже на том же флагмане, да, я как бы использую такую формулировку даже на том же флагмане, потому что Xiaomi 15 это не есть панацеей от того, что проблем с софтом не будет. У него тоже есть определенные моменты по софту, которые мне не нравятся, и в принципе-то есть его за что критиковать по данному моменту. Но вот всякими такими обновлениями системной оболочки разработчики пытаются, как-то этот момент сгладить. Потому системную оболочку я вам рекомендую к установке. Следующая приложуха, о которой также стоит поговорить, это приложение безопасность. И тут есть важный такой момент. У нас это приложение обновляется до новой версии. То есть все предыдущие версии там были 10, там 0, там 10, 9.4, условно говоря. То сейчас у нас произошел переход на 11 версию. О чем это может свидетельствовать? О том, что компания Xiaomi уже в будущем, да и вообще в принципе в очень скором времени готовится выпустить тестовые сборки HyperOS 3. Почему это именно так? Потому что в прошлых видосах, где я показывал там типа сливы из HyperOS 3 приложений, часы, калькуляторы и прочее, я рассказывал, что с переходом на новую версию там разработчики подразумевают то, что в скором времени выйдет новая версия оболочки. Итак, вот из того, что в 11 версии для глобальной прошивки можно заметить, по факту это лишь только оптимизация работы самого приложения, и плюс некоторые пользователи отмечали, что после всех этих телодвижений с обновлением приложения безопасность наблюдается улучшенная работа батареи. И да, как вы знаете, что эта приложуха, она напрямую влияет на то, как мы можем контролировать автономность нашего устройства. Да, с этих всех телодвижений вы не сможете получить там плюс 8 часов экрана и плюс там 20 часов автономности смартфона, но опять же в каких-то моментах, в каких-то сценариях использования это приложение влияет на автономку. Хотелось бы, чтобы разработчики куда побольше добавляли новых фишек в эту приложуху, потому что, реально за последнее время не хватает чего-то нового. То есть, как бы обновы есть, все это выпускается, но какого-то нового функционала мы с вами не наблюдаем. И да, хотелось бы, чтобы на большую часть смартфонов эта вот фишка под названием защита батареи перекочевала. Потому что, новые аппараты это все круто, что разработчики эту историю добавляют, но было бы интересно посмотреть, как это работает на более прошлых поколениях, на Xiaomi 13, на Xiaomi 12. Да, я понимаю, что разрабы это не введут, но опять же, где-нибудь там под розовыми очками, почему бы об этом не помечтать. Да, вы еще также можете сказать, что эта вся история ставится через root права, вот это все дело, но мы с вами тут рассматриваем сегодня не всякие приколюхи root прав и прочего, а именно то, что можно установить по стоку.
Но мы с вами идем далее. Еще одна приложуха, которая у нас обновляется, это приложение темы. Пока что темы у нас застряли на версии 2.9, но рискну предположить, что версия 3 для этого приложения не за горами. Для некоторых регионов, ну и в принципе у некоторых пользователей приложение темы выглядит немного иначе, нежели у меня. В частности, у некоторых добавляется вот здесь вверху раздел, где вот темы, там обои, шрифты и прочее. Такая история, как домашние питомцы. Я перепробовал несколько регионов, у меня почему-то это не проявилось. Опять же, возможно, фишка тут в чем-то другом. И почему мы с вами обновляем темы? Потому что можно активировать раздел динамические обои. Для этого просто выходите из своего аккаунта, меняете регион на там, Таиланд, Индонезию, Марокко, очищаете приложение темы именно в плане того, что мы вот тут нажимаем очистить и очистить все данные, которые тут только есть. Перезаходим в аккаунт и заходим в раздел персонализация. После этого появляются у нас динамические обои. Но помимо того, что динамические обои и приложение темы мы обновляем, еще мы обновляем и ленту виджетов, которая у нас также напрямую связана с приложением темы. И вы спросите как? Во-первых, тем, что мы как бы там можем с смена региона получить новые виджеты. Вот в частности вот эти дэшборды и прочее. По сравнению с прошлыми версиями ленты виджетов, все тут как бы-то виджеты решили разработчики немного перелопатить и некоторые поудалять. Возможно, это и хорошо, потому что действительно тут было большое обилие всякого мусора, но вот то, что они поставляли, ну, можно даже и кастомизировать. Об этом я еще когда-то рассказывал, и, кстати, этот виджет под названием Dashboard очень даже хорош. Потому в любом случае в этот раздел я вам рекомендую заходить и, в принципе, это для себя что-то новое выбирать и кастомизировать. Что же, друзья, вот такие сегодня у нас интересные стоковые обновления для наших смартфонов Xiaomi. Да, я понимаю, что не слишком много на сегодняшний день разработчики понавыпускали, но скорее всего они готовятся у нас уже к HyperOS 3. И я искренне надеюсь, что с переходом на HyperOS 3 мы сможем получить куда больше фишек, также сможем повытаскивать стоковые обновления и попробовать их запустить на более там старых версиях оболочек, ну конечно же без кирпичей и прочего, ну и в целом как бы-то улучшить свою систему. Все сегодняшние приложухи будут, конечно же, в описании под этим видео, переходите, скачивайте и подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там первоочередно публикую всю самую интересную и актуальную информацию по Xiaomi и HyperOS. Ну а если еще остались вопросы, welcome в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.